Друзья, я приветствую вас на канале CryptoHamster. Как обычно, я продолжаю отбирать проекты, которые находятся на ранней стадии, которые представляют собой потенциальные гемы, то есть когда их токен выйдет на рынок и начнет торговаться, он окажется в топ-100, топ-50, топ-20. И, соответственно, если вы интересуетесь проектом на такой ранней стадии, у вас есть больше возможностей заработать. Даже не покупая токен, а просто помогая проекту, допустим, с помощью амбассадорских программ, тестнетов, других активностей, вы можете просто получить в качестве вознаграждения токен, который, когда выйдет на рынок, будет торговаться уже x20, x50, x100 по отношению к ранним инвесторам, и вы сможете закрыться за хорошую цену, с хорошей прибылью. В то время как, когда эта криптовалюта будет уже на самом деле популярная, другие только начнут ее покупать и чаще всего войдут потом в минус. То есть это самая выгодная точка входа где-то здесь внизу вместе с ранними инвесторами. Но только вы ничего при этом не вкладываете, а помогаете просто проекту. Кроме того, в наших планах начать формировать комьюнити, которая будет вместе с нами помогать криптопроектам на ранних стадиях, и так как там людей будет больше, каждый будет за что-то отвечать, соответственно, с большей вероятностью мы получим награды, и каждый, кто в этом комьюнити будет состоять и что-то делать, соответственно, он также получит эти награды. То есть чаще всего, если у вас там есть какие-то навыки, может даже не связанные с криптой, может вы дизайнер, подписывайтесь на наш телеграм-канал и ожидайте создания вот такого вот комьюнити. Вполне возможно, вы сможете приобщиться вместе с нами и получать просто конкретное задание, что нужно выполнять, а в итоге вместе с нами получить какую-то долю от этих токенов. Сегодня я рассказываю про проект под названием Neon, который стоило бы удостоить внимания еще раньше. Итак, это попытка объединить Solana и Ethereum. Или, точнее говоря, это попытка создать что-то в Solana, но при этом используя Ethereum. То есть давайте будем делать на Ethereum, но при этом оно появляться будет в Solana. Грубо говоря, так. Или еще лучше, давайте его назовем EVM Solana. Те, кто знает, что такое EVM сети, уже наверняка догадываются, о чем речь. У нас есть EVM сети, самое главное это Ethereum, и дальше по списку Binance Smart Chain, Polygon, Phantom, Optimism Arbitrum и прочее. Это по сути хардфорки Ethereum, то есть блокчейны между собой очень похожи, но с некоторыми различиями, улучшениями, там скорость транзакций у них выше, но между собой они в принципе по коду одинаковые. Вот если мы возьмем уже Solana, это архитектура блокчейна другая. И давайте вот посмотрим, какие у нас топовые блокчейны по TVL, то есть заблокированных в них средствах, по количеству созданных в них проектах. Итак, у нас идет Ethereum, потом Tron, Binance Smart Chain, Polygon, Avalanche. Все эти проекты EVM совместимы, они между собой хорошо контактируют, когда работают. То есть мы можем, допустим, открыть MetaMask и увидеть, что здесь работают только EVM сети, здесь нет Solana. При этом даже адреса кошельков у нас одинаковые. Допустим, в Ethereum, вот мой адрес кошелька, я переключаюсь на Binance Smart Chain, и адрес кошелька тот самый. То есть это дает возможность хорошо взаимодействовать между этими EVM сетями. А вот Solana, как я уже сказал, другая. И в данном случае Neon это попытка такая как-то совместить Solana с очень популярным Ethereum. И, конечно же, имеет место быть такому проекту. И как обычно я обращаюсь к своей замечательной табличке, в которой расписано все по каждому проекту, который я разбираю на YouTube. Здесь вы вкратце всю информацию сможете найти, допустим, по Neon и самые главные ссылочки. Я рассказал немного о том, что такое Neon, как он работает. Давайте я перейду по ссылочке. В целом это по сути такой себе смарт-контракт на Solana, который дает возможность вот заблочить на Solana токены и обернуть их в токены EVM. Там использовать, там что-то с ними поделать, создать и потом обратно обернуть уже результат в блокчейн Solana. Также в разделе про фундаментал проекта здесь несколько полезных ссылочек. Допустим, можно перейти посмотреть архитектуру Neon, то есть как вообще этот блокчейн устроен, как он работает, если, конечно, это вдруг вам нужно. Это уже действительно сложно для технически подкованных людей, которые знают, как это можно применить, допустим, при взаимодействии с командой проекта.
Следующий пункт, который мы обычно разбираем, это инвесторы, партнеры, команды. Итак, в проект сейчас занесли 40 миллионов. Это достаточно уже солидная сумма, но, правда, не такая космическая, как, допустим, в Aptos 350 и в некоторых других проектах. Но самое важное это то, что эту сумму занесли сразу, единократно в сид-раунде. То есть на раннем раунде обычно заносят там 5-10 миллионов, а потом уже в последующих раунде, допустим, там уже начинает заносить в несколько раз выше. То есть тот факт, что занесли на таком раунде сразу большую сумму, прибавляет веса проекта и повышает шансы того, что занесут дальше еще больше. Также здесь у нас из инвесторов Solana, что в принципе очень логично, так как это проект о Solana, и Jump Capital. Это фонд, который относится к фондам Tier 1. Давайте я покажу вам, что представляет собой Tier 1 фонды. В этой таблице криптовалютные фонды находятся сверху вниз от более значимым к менее. В самом верху у нас Paradigm и Андерсен Хоровиц. Это самые популярные фонды, скажем, с самым высоким рейтингом, репутацией. Если они занесли, то это уже очень хорошо. Дальше у нас Tier 1 фонды. Это тоже считается как бы лучшие из лучших фондов. И среди них у нас находится Jump Capital, который как раз таки вот инвестировал в данный проект. Дальше у нас Tier 1,5, Tier 2, то есть чем ниже, тем менее значимые фонды. Эту табличку я оставлю в описании для удобства, чтобы в следующий раз, когда вы что-то будете анализировать, вы сразу могли посмотреть и понять, кто занес, насколько важный занес. То есть важно не только сумма, сколько занесли, но и фонд, к какому тиру он относится. И вот давайте я вот так вот сразу перейду в раздел «Амбассадорская программа», то есть в пункт, который отвечает нам на вопрос, как же, собственно, мы и на чем здесь можем заработать, то есть какие активности мы сможем проявить, чтобы получить токены, которые позже сможем продать. Итак, у нас здесь пока еще нет амбассадорской программы, но она планируется. И это лучше, чем если бы она уже была, потому что если бы была, вам бы туда попасть было бы сложнее. А так у вас есть время подготовиться, а подготовиться здесь можно, после чего вы, когда будете заполнять форму на попадание в амбассадорскую программу, вам будет чем ее уже заполнить. Так вот, здесь есть определенные активности, это конкурсы, это контент в разделе контент. Если вы там и там будете активны, вы, во-первых, и за это сможете получить, возможно, какие-то токены уже и повысите вероятность попадания в амбассадоры. Ссылочки эти ведут в Discord, но для начала нам необходимо подписаться в Discord через основную ссылку. Здесь все как обычно, мы подписываемся на Discord, принимаем приглашение, после этого проходим там капчу, нажимаем галочку, у кого как. В разных проектах прохождения это разные. И теперь вот эти ссылочки у нас заработают. Мы можем прям вот непосредственно переходить в них, потому что они ведут не на главную страницу Discord проекта, а уже в определенные разделы. И это у нас раздел, который отвечает за конкурсы. Вы можете сразу переводить или, если знаете английский, прочитать, что это за конкурс, что здесь требуется, выполнять условия и таким образом зарабатывать все баллы, повышать ранг в их дискорде. И также есть вторая ссылочка на контент. Контент, который вы сделаете, это может быть переводы, разные тексты и прочее, за что вы, конечно же, потом тоже сможете получить и токены, и повысить вероятность амбассадорства. И здесь еще есть одна интересная веточка, в которую нужно не по прямой ссылочке перейти, а обратно вернуться сюда, нажать на раздел Academy Subtraction и здесь кликнуть на вот этот смайлик. Вот смотрите, я кликаю на смайлик, ссылочка этого раздела пропадает. Кликая еще раз, появляется. То есть, если вы напрямую по той ссылке в него перейдете, ничего не будет. Нужно кликнуть сюда, и вот потом можете переходить в этот раздел. В этом разделе от разных пользователей публикуется разного рода контент про криптовалюты, не связанный непосредственно с этим проектом. Он, допустим, Monero. Что такое Monero? Описание. То есть, кто-то написал этот текст, этот кто-то, вот он, его ссылка на его Discord, и он
передал, вероятно, в личное сообщение этому админу, админ опубликовал этот текст здесь, и он ссылается уже на этого человека. Собственно, вы можете вот такие просто на английском, даже через русский язык, потом с переводом на английский делать определенные тексты по крипте, но главное это не просто копировать их с Гугла, потому что это, думаю, легко админами проверяется, и за это тоже получить дополнительные баллы. То есть вот ваша такая активность, она, именно активность даст возможность заработать. И еще, как я говорил в начале, в наших планах есть такое желание создать комьюнити, где мы будем вместе как-то обращаться к криптопроектам и пытаться взаимодействовать с ними уже не на уровне амбассадоров, а на уровне каких-то партнеров, и помогая им, допустим, с контентом, помогая даже с раскруткой, пиаром, допустим, делая какой-то фан-сайт или фан-твиттер, в котором мы больше будем про этот криптопроект рассказывать. Мы, соответственно, как вот такая сплоченная команда, криптопроект нас в большей степени будет замечать, и, соответственно, за такую помощь больше будет отстегивать каких-то токенов. И те, кто нам будет помогать, те криптоны, кто чем занимается, кто-то дизайном, кто-то контентом, кто-то еще чем-то, соответственно, вместе с нами будут получать эти токены. То есть мы их будем отстегивать в зависимости от того, кто сколько проделал работы. Поэтому обязательно подписывайтесь на наш Telegram, потому что такие объявления мы будем оставлять в Telegram. И в целом Telegram, здесь информации выходит больше, чаще и скорее, чем на YouTube. Давайте же я теперь, собственно, покажу, как пользоваться этим блокчейном, что он собой представляет на практике, как нам проводить транзакции, в первую очередь обернуть токены с блокчейна Solana в блокчейн EVM, совместимую в данном случае Neon, которая уже будет непосредственно с эфириумом взаимодействовать. Все это будет проводиться на уровне тестовых сетей, потому что блокчейна еще пока нет в основной, но зато, используя вот эти 2-3 свапалки, вы, возможно, будете претендовать потом на какие-то реварды, то есть вознаграждение за тестинг этих кошельков. Первый кошелек, который я перехожу, это Neon Pass. Он, собственно, дает возможность обернуть токены с блокчейна Solana в блокчейн Neon. Для блокчейна Solana у нас идет кошелек Phantom. Именно кошелек Phantom поддерживает блокчейн Solana. Итак, кошелек я подключил. Теперь могу выбрать токен, который я хочу обернуть. В данном случае у меня подходящего токена нет, но на практике как бы все понятно. После этого я могу обратно, когда попользуюсь неоном, вернуть блокчейн Solana. Условно представим, что мы смогли обернуть токены Solana в EVM совместимую Neon, и EVM совместимые токены, как и полагается, работают все через MetaMask. Так что в первую очередь мы должны этот неоновую сеть добавить в MetaMask, как и другие, такие как Binance Smart Chain и прочее. Есть такая ссылочка со всеми сетями. Я нажимаю Connect Wallet, теперь Add to MetaMask. И добавляется сеть Neon. Практически сменил сеть, подключаюсь еще раз. И если я нажму на MetaMask, здесь увижу, что у меня сеть уже выбрана Neon. Возвращаюсь теперь в таблицу, и я еще должен запросить токены бесплатные, которые будут работать у нас в тестовой сети. Нажимаю Connect Wallet, Choose Token, пускай это будет прям Neon, допустим, сколько-то там, неважно какое количество я запрашиваю. Все, готово. Транзакция прошла. Давайте я посмотрю, есть ли токены. Да, вот они уже начислены. Теперь я могу непосредственно посвапать в этой сети. Для этого у нас есть вот такая вот свапалка Mora Swap. Перехожу в нее и выбираю, допустим, 3 наших токена, переводится в другой токен под названием Mora. Даже не знаю, что это за токен. Одобряю транзакцию, и все, как обычно, у нас через MetaMask происходит. Наверняка газ у нас берется непосредственно с неона, и нам просит еще добавить Mora в MetaMask. Что это у нас? Это у нас непосредственно сам токен Mora, в который я только что конвертировал. Готово. И у нас еще есть свапалка с мобильного телефона, которая здесь просто через ПК не работает, не открывается, как я уже пробовал. Также есть Neon Scan, где мы сможем посмотреть, как проходили транзакции.
Ну и то, что я пропустил, это токеномика. Просто, собственно, еще пока ее нет. Известно только, что будет токен, он будет называться Neon. Только что мы его потестили в тестовом режиме. На этом, собственно, все. Дальше я буду продолжать разбирать следующие не менее важные проекты, поэтому обязательно подписывайтесь и всем хорошего настроения.